Дорогие друзья, я приветствую вас из жаркой, действительно жаркой летней Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила небольшую нарезку финских новостей. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Всех, кто надо, уже здесь. Шампанского! Начнем с хорошей темы. Европейское агентство по охране окружающей среды опубликовало свежий рейтинг качества воздуха в 761 европейском городе. И кто бы вы думали на первом месте? Оулу. Именно в финском городе Оулу воздух оказался самым чистым в Европе. В десятке лидеров сразу 5 финских городов. На втором месте Ювяскеля, 4-е место занял Куопио, также в топ-10 вошли Тампере и Лахти. Хельсинки оказался на 15-й строчке, но и это отличный результат. Самый чистый воздух в столичном регионе в Эспо, он на 14-м месте. В отстающих Ванта, она на последнем, 24-м месте в рейтинге финских городов. Качество воздуха очень важно, потому что загрязнение воздуха, особенно мелкими частицами и диоксидом азота, напрямую связано с повышением риска смертности. Рейтинг учитывал именно это. Где риск минимален, там воздух считается чище. Для сравнения, в тройке самых грязных городов – Милан, Турин и Венеция. А наихудшая ситуация в хорватском городе Славонский Брод. Если сравнивать только столицы, то Хельсинки на 3-м месте после Рейкьявика и Стокгольма. Я, конечно, обратила внимание и на качество воздуха в Испании. Как видите, слухи о целительном воздухе морских курортов Испании сильно преувеличены. Хотите дышать полной грудью? Добро пожаловать в Оулу! Дышать в Финляндии хорошо. А как с лечением? Каждый 5-й онкобольной в Финляндии отказывается от покупки лекарств или визита к врачу из-за банальной нехватки денег. Об этом сообщает свежее европейское исследование, опубликованное в журнале ESMO Open. В нем приняли участие более 2500 пациентов из 25 стран, и Финляндия, к удивлению многих, оказалась в числе стран с одной из самых высоких финансовых нагрузок на онкобольных. Вот основные цифры. 63% опрошенных онкобольных в Финляндии заявили, что потеряли доход из-за болезни. 73% столкнулись с дополнительными расходами, например, на лекарства и даже на транспорт до больницы. 18%, почти каждый 5-й, вынуждены были отказаться от лечения или медикаментов из-за нехватки денег. Это выше, чем в среднем по ЕС. Как отмечает Марика Скютта, руководитель отдела здравоохранения финских онкологических организаций, в Финляндии растет социально-экономическое неравенство. И, увы, это напрямую отражается на повседневной жизни и возможностях выздоровления тех, кто и так борется за свою жизнь. Особенно тяжело молодым взрослым, одиноким родителям и самозанятым. Сокращение социальной поддержки только усугубляет ситуацию. По словам Кати Тяхка, руководительницы психосоциальной поддержки, многие пациенты до последнего стараются справиться сами. Кто-то берет даже экспресс-кредиты, чтобы оплатить повседневные расходы. Эксперты настаивают, вопросы финансовой поддержки онкобольных должны обсуждаться на всех этапах лечения. Ведь когда человек борется за жизнь, последнее, о чем он должен беспокоиться, это хватит ли ему денег на очередную упаковку лекарств. Иначе получается парадокс. В стране с развитой системой здравоохранения люди буквально не могут себе позволить лечиться. Следующий сюжет хороший, особенно для тех, кто за справедливость и честность. Еврокомиссия опубликовала свежий доклад о верховенстве права в странах Евросоюза. И Финляндия снова на первом месте. Согласно отчету, граждане Финляндии больше всех в ЕС доверяют независимости своей судебной системы. 89% финнов и 90% компаний считают, что суды и судьи в стране действительно независимы. Это подтверждает репутацию Финляндии как одного из наименее коррумпированных государств в мире.
Европейская комиссия отмечает, что уровень доверия к судебной системе остается стабильно высоким. Кроме того, в докладе отмечается, что гражданское общество в Финляндии чувствует себя свободно. Хотя ЕС обращает внимание на сокращение финансирования для НКО. Это может стать поводом для беспокойства в будущем. В целом Финляндия пример того, как может работать независимая судебная система. Об этом следующий сюжет. В начале 2024 года крупнейшая больничная структура Финляндии, ХУС, решила нанять нового руководителя. Инициатором найма стал генеральный директор ХУС Матти Бергендаль. Он же получил и полномочия договариваться о зарплате. Он же был в группе руководителей ХУС, которая отбирала финалистов. Всего на пост претендовал 51 человек. И все бы ничего, но по настоятельной рекомендации генерального директора наняли внезапно бывшего подчиненного самого босса. Совпадение? Ну, конечно же, совпадение. Но не все поверили в совпадение. Против такого назначения жалобы подали 2 человека. Один возражал против участия самого Бергендаль из-за конфликта интересов. Но суду довод показался малозначительным. Другой член правления ХУС Илка Тайпале из СДП считал, что сравнение кандидатов было проведено слишком формально. Суд согласился с доводами Тайпале. По закону при найме на госдолжность необходимо объективное и прозрачное сравнение кандидатов. А этого не было. В решении суда подчеркивается, нет доказательств, что был реальный анализ, кто из кандидатов сильнее и почему выбрали именно этого человека. Назначение было признано недействительным. ХУС, конечно, настаивал, что все было законно, сравнение провели, и генеральный директор был в своем праве участвовать в процессе, но суду этого оказалось недостаточно. Назначение аннулировано. Придется генеральному директору тщательнее готовиться, если хочет протащить на должность кого-то своего. Правительство Петтери Орпо вынесло решение. Финляндия не будет участвовать в новой общеевропейской программе по переселению беженцев, которая должна стартовать в 2026 году. Это добровольный механизм, в рамках которого страны ЕС будут принимать у себя беженцев из третьих стран. Участие по желанию. Финляндия сказала «нет». А вместе с этим попрощалась и с частью денег из ЕС. Поддержка сократится на 2-4 миллиона евро. Временная глава МВД Леена Мери от «Истинных финнов» огласила решение, но комментировать его не стала. Сейчас Финляндия ежегодно принимает 500 человек, беженцев по квоте ООН. Новая программа ЕС работала бы примерно по той же схеме, но в рамках Евросоюза. Какую-то финансовую поддержку Финляндия все равно продолжит получать от Еврокомиссии, но уже не в том объеме, как могла бы. И эти потери станут заметны в 2027-2029 годах, то есть на следующем сроке для следующего правительства. Из северных стран участвовать в программе, возможно, будет Швеция. Дания традиционно миграционные инициативы ЕС игнорирует. Так что правительство Орпо снова сделало шаг в сторону более жесткой миграционной политики, но оплату счета галантно оставляет следующему кабинету. Швеция арендовала тюрьму в Эстонии. У меня есть видео на эту тему. Кто не видел, смотрите по ссылке в описании. Теперь Финляндия хочет перенять шведский опыт, чтобы разгрузить свои переполненные тюрьмы. Министерство юстиции уже изучает возможность аренды мест в зарубежных тюрьмах, в первую очередь в Эстонии. Финские тюрьмы переполнены. Например, в Ванта на 70 человек больше, чем положено. Приходится стелить матрацы на полу, чтобы разместить всех заключенных. В среднем финские тюрьмы загружены на 108%. Безопасным считается уровень заполненности 90%. Причина перенаселенности – рост числа заключенных, в том числе из-за ужесточения законодательства о сексуальных преступлениях. А в Эстонии наоборот. Количество заключенных снижается, тюрьмы наполовину пусты. Аренда одного места в Эстонии стоит 8,5 тысяч евро в месяц, тогда как в Финляндии 6300 евро в месяц, то есть финансовой выгоды никакой. Плюс нужны изменения в законах. В Финляндии государственные служащие несут ответственность при исполнении своих обязанностей. Передача этих полномочий властям другой страны потребует изменений в законодательстве. В министерстве сначала оценили идею как неосуществимую, но теперь решили
присмотреться получше. Существует ряд трудностей. Денег нет, закон менять надо, логистика дорогая, еще и переводчики нужны. И, как отметила министр Мэри, у Эстонии тоже должно быть желание сдавать камеры в аренду. Пока решения нет, кризис с переполненными тюрьмами продолжается. Мне думается, что если в Эстонии нет тюрем в аренду, то после окончания СВО можно договориться с Россией. Там, похоже, тюрьмы сейчас пустеют быстрее, чем наполняются. Финская поговорка «Сиперия опитта» – «Сибирь научит» обретает новый смысл. И снова разлад в правительстве Финляндии. И опять спор о деньгах, точнее о зарплатах женщин. По данным Евростата, гендерный разрыв в оплате труда в Финляндии составлял около 16,5%. В среднем по ЕС этот показатель был около 12% по данным за 2023 год. Правительственная коалиция поссорилась из-за реформы, которая должна сократить разницу в зарплатах между мужчинами и женщинами. В основе реформы новая директива ЕС о прозрачности оплаты труда. Она была одобрена еще прошлым составом правительства Финляндии, и к июню следующего года Финляндия должна привести свое законодательство в соответствие с ней. Но партия «Истинные финны» остановила процесс. Они считают, что проект подрывает систему коллективных трудовых договоров, ту самую, на которой держатся финские зарплаты. Проект обязывает работодателей платить одинаково за одинаковую или равноценную работу. При этом равноценность измеряется по 4 критериям: квалификация, нагрузка, уровень ответственности, условия труда. Истинные финны на это отвечают. Зарплаты должны определяться не законом, а соглашениями между профсоюзами и работодателями. Вмешательство государства якобы приведет к хаосу, ударит по бизнесу и с экономики. Работодатели тоже против. Они боятся, что придется вводить новую систему оценки труда и отчитываться перед государством о зарплатах. В проекте есть пункт о передаче данных омбудсмену по вопросам равенства. У истинных финнов это уже прозвали гендерным штази. Еще одна претензия – цена вопроса. В проекте говорится, что равная оплата труда может снизить уровень бедности и повысить общий уровень дохода. При этом авторы проекта допускают, что средний рост зарплат у женщин может быть компенсирован более медленным ростом зарплат у мужчин. Ответственный за проект в правительстве является министр соцобеспечения от партии Kokoomus Sanni Grahn-Laasonen. Сейчас она и чиновники пытаются переформулировать спорный пункт так, чтобы и ЕС не обидеть, и союзников по коалиции не распугать. В проект уже внесли изменения, но истинных финнов они пока не устраивают. Истинные финны требуют, чтобы критерии равноценной работы были лишь примером в законе, а не жестким требованием. А еще возмущаются предложением ввести гендерно-нейтральные названия должностей. По плану закон должен был быть внесен в парламент уже осенью этого года, как часть бюджетного пакета. Но теперь из-за конфликта в правительстве сроки срываются. Бывший боец ЧВК «Вагнер» незаконно пересек российско-финскую границу и попросил политического убежища в Финляндии. По данным Yle, этот человек не просто дезертир. Он сам выкладывал видео, где в форме с шевронами Вагнера позирует на фоне разрушенных украинских городов, сам рассказывает, как уничтожали украинские колонны и гордо заявляет: «Да, я вагнеровец». Он участвовал в боях под Бахмутом и Селидово, где в октябре 2024 года российская армия провела очередной штурм. Евгений был командиром роты в 433-м мотострелковом полку. В феврале 2025 года Евгений неожиданно записал видеообращение, в котором жестко раскритиковал командование. Он обвинил генералов в том, что они бросают солдат гнить на полях и врут их семьям. Новое видео он выложил 30 июня, и по данным Yle, на тот момент он уже находился в Финляндии. Помните то нашумевшее видео, которое я выкладывал, когда я рассказывал, что командиры, отправляют бойцов и отдают им преступные приказы, а после этого их не эвакуируют. Оставляют их гнить в поле, суки, подают их в Сочи, Родным доказывают, сука, приходят домой стучаться и говорят: ваш сын дезертир.
А, сука, вся система нынешнего, блядь, Министерства обороны, блядь, ведение боевых действий устроено так, что все, кто там находится, все расходный материал. Финские власти пока не предъявили ему обвинений. Евгения подозревают лишь в незаконном пересечении границы. Центральная криминальная полиция выясняет, следует ли возбуждать уголовное дело. Прошлое Евгения вызывает вопросы. Еще до того, как стать вагнеровцем, Евгений был осужден за ограбление ювелирного магазина в Омске. Приговор – 6 лет. Он быстро завербовался, и вот бывший зэк оказался на фронте. А теперь он уже в Финляндии с антивоенными речами. Юристы допускают, что Украина может запросить его экстрадицию. Все будет зависеть от доказательств, представленных Украиной. Если подтвердится, что Евгений участвовал в преступлениях или хотя бы командовал теми, кто участвовал, Финляндия имеет полное право либо выдать его Украине, либо судить сама, как это уже было с Ваиславом Тарденом из ВЧРГ «Русич». Тот тоже воевал на стороне России на Донбассе и тоже оказался в Финляндии. Сейчас он отбывает пожизненное за военные преступления 2014 года. И, судя по тишине из его камеры, условия финской тюрьмы его вполне устраивают. Ведь в Финляндии живет и учится его жена с детьми. Значит, узник может регулярно видеться с семьей. Меня только удивляет, почему Евгений выбрал для побега Финляндию, а не Норвегию. Ведь там уже куражится Андрей Медведев, его соратник по Вагнеру. Видео о похождениях Андрея Медведева смотрите по ссылке в описании. Ну и на пасашок очаровательная испанка Нурия скажет несколько слов о русском языке. Всем приятного просмотра. Так, это мое самое любимое слово на русском языке. Просто универсальное слово, которое можно использовать везде. Есть столько вариантов. Не так ли, так вот, за так много. Ну, так и есть. Так или иначе я употребляю так. Так как это слово так прекрасно. Не так ли? Ну, так себе. Я бы сказала другое слово. Так нет. Так вот, и так, и сяк, говорю так. Так, на испанском нету слова так. Вы и так это уже знаете. Жить так, ну так, это трудно так сказать. Мне так же, как и вам, нужно это слово так. Вам это точно не понятно. Так как на русском есть слово так. Ну, так и ведь, хватит уже. Больше не буду говорить слово так. Точно не будешь? Так, точно сказала, так и сделала. Я минут так 5 болтаю. Я дала вам урок русского языка за так. Если занимаюсь, так и занимаюсь. Так бы и хотела заниматься каждый день. Так нет, не могу. Так, закончим уже.